Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллара-рубля. Ну, из чего бы, господа, хотелось начать? Ну, во-первых, смотрите, так как у нас все-таки искусственная девальвация рубля продолжалась, да, мы видим, что сегодня мы достигли практически 94, но опять у нас произошла очередная, да, свечка-остановка, как вот здесь было, как вот здесь было, да. То есть все-таки какой-то максимальный курс, он в какой-то момент все-таки Центробанк начинает его сдерживать. Сегодня были интервенции, они, конечно, были такие недостаточно заметные. То есть вначале был, понятное дело, девальвация, возможно, там даже и спекулянты работали. Вот. Но в любом случае некие приостановки опять начинают нам, собственно говоря, демонстрироваться. И почему мы сейчас с вами подробно разберем. Сегодня очень много выступало Набиуллина, всякие рода, как говорится, глава центробанков и, соответственно, наши там банкиры. Поэтому, на самом деле, на эту тему очень много сегодня было информации. Мы сейчас с вами ее подробно тоже разберем. Потому что, еще раз говорю, процесс у нас искусственный, да. А также, смотрите, вот обратите внимание, какой момент. Во-первых, я хочу сказать, что сегодня индекс РТС впервые, господа, отскочил. Впервые, вот за все это время, пока шла девальвация рубля, мы впервые сегодня увидели, что он у нас отскочил. Вот если мы с вами даже посмотрим, например, да, вот на этом, например, на этом графике, да, почему это важно? Потому что, как мы понимаем, да, вот он индекс РТС, мы понимаем прекрасно, что российский индекс, он как раз долларовый, вот здесь, да, и мы видим, что впервые за все это время, вот он все время падал, а сегодня прямо отскочил. О чем это нам может говорить, господа? О том, что мы приближаемся к 7 числу, да? К 7 числу мы приближаемся, а мы с вами вчера читали сообщение, соответственно, Минфина, и он заявил о том, что как раз 7 числа начинается интервенция, да? То есть вот эти признаки, они как бы начинают давать такие сигналы, что, возможно, все-таки сейчас приостановка по курсу произойдет. Дальше давайте теперь смотреть, что у нас сегодня было, а потом разберем, соответственно, все остальные составляющие. Значит, первое, давайте сразу пробежим по календарю, потому что, исходя из этого, будем смотреть, что происходило на рынке. На самом деле были очень интересные события. Значит, смотрите, господа, мы сегодня с вами ждали изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. И я вам сказал, что это будет иметь огромное значение. Так оно и произошло. Притом изменение занятости в несельскохозяйственном секторе просто была сумасшедшего роста. Это говорит о том, что, конечно же, никакой рецессии нету. Никакой рецессии нету, но там стали поступать сигналы о том, что неправильно посчитали сигналы протоколы ФРС, что все-таки ставку на самом-то деле надо еще поднимать как минимум 2 раза. А поэтому вот как бы неправильно рынок это все увидел. Американский рынок сегодня, господа, получил достаточно серьезную коррекцию. Сейчас я вам покажу. Вот она, да. Это как раз на фоне того, что экономики все было прекрасно. Это чистой воды, ну, я это называю искусственным сдерживанием естественной экономики. То есть опять риски повышения ставок там, да, увеличение, соответственно, ставки. И при этом, безусловно, увеличение риска создать замедление экономики, но все это пока манипулятивно. Все это манипулятивно, но рынок отреагировал, да, сразу после этого он потек вниз. Хотя на самом деле, еще раз, занятость была просто шикарная, в 2 раза больше, чем, собственно говоря, была до этого. То есть очень крупная на самом деле цифра. Рынок на это очень быстро отреагировал, притом отреагировал именно в рамках того, что понимание, что вероятность повышения ставок растет. Сейчас я вам подскажу, господа, еще один сегодняшний параметр важный, да. Смотрите, что творилось с облигациями. Доходность двухлетних вышла за 5,10, за максимум. Смотрите, что творилось с десятилетними. Они просто летят в космос. Просто летят в космос. И помните, сколько они времени вот так вот ходили? Туда-сюда, туда-сюда. А за эти дни просто максимально. А почему? Да потому что госдолг США распродается. И этот процесс никак не могут остановить. И вот в связи с этим доходность все время облигаций растет. Это вызывает давление на рынке. Начинаются разговоры про всякие повышения ставки 5-10.
Но доллар, я вам хочу сказать, господа, при этом не сильно укрепляется на самом деле. Ну вот 103,5 мы достигли. Я вам говорил о том, что мы туда рано или поздно в итоге можем прийти. Ну и в итоге все равно коррекция в районе 103,2. То есть практически он остается в рамках того, где и находился на все эти дни. Вот смотрите, да? Он то чуть повыше, то чуть пониже. Чуть повыше, чуть пониже. Но в целом это 103, 103,20. Все, это вот тот диапазон, в котором он ходит. Вот 103,50 это как раз для чего? Правильно, чтобы надавить на цены на нефть. Смотрите, нефть сегодня опять была попытка выйти за 7,7. Опять она поднялась на 7,650. Видите, все, это идет восстановление квартального коридора. Как раз получается его фактически переход в верхнюю зону. То есть вот она середина, которую мы пытаемся восстановить. Вот все, что происходит, это давление доллара, облигаций и так далее. То есть, ну, чистой воды манипуляция Америки, которые мы уже неоднократно с вами обсуждали. Соответственно, для новичков, опять же, рассказываю то, что с помощью доллара американцы сдерживают цены на нефть, потому что цены на нефть, во-первых, разгоняют инфляцию в еврозоне и, соответственно, в Америке, да, и также не дает, соответственно, добирать российскому бюджету для того, чтобы, что называется, бюджет, как говорится, российский мог в том числе поддерживать операцию в рамках СВО. Да? Поэтому американцы изо всех сил, всякими пугалками, всевозможными, там, как говорится, действиями за счет индекса доллара, да, как оружие его используя, пытаются все время цены подавить на нефть. Вот мы видели, что неоднократно мы были на 72. И вот, собственно говоря, как я вас и предупреждал, что саудиты, ОПЕК, они начнут однозначно действовать, как говорится, против этой ситуации, так сказать, восстанавливая рыночную стоимость. И вот мы видим в итоге, что результаты добились, 76,50, уже нет падения на 72, на 74, вот этого ничего не происходит, хотя доллар давит, но он пока просто, ему удается удерживать пока не выше 77. Потому что как только 77 прорвет, это уже будет и 78, и 80, и 82, и 84. И это, естественно, приведет к тому, что у американцев начнется мгновенно разгоняться инфляция, сразу начнутся все торможения по экономике, потому что, безусловно, с высокой инфляцией это будет делать гораздо сложнее, а ставки будут расти, в итоге это может спровоцировать стагфляцию. И вот этот процесс они очень боятся. С одной стороны, им надо поднимать ставки, с другой стороны, давить на цены на нефть, но давать в то же время развиваться своей экономике, что, естественно, будет тормозить. А сейчас мы видим, что пока экономика устойчива, поэтому ставки продолжают повышаться. Но как только начнутся признаки реальной рецессии, картина совсем может поменяться. Но при этом цены на нефть начинают расти, причин к этому много. Сейчас мы с вами все это тоже разберем. И в данный момент даже под давлением они все равно находятся в рамках уже максимальных значений, то есть 76,50 это уже выход за вот эту среднюю, да, и соответственно, ну то есть вот прям квартальный коридор, середина и восстановление, соответственно, в сторону 77-78. Там мы, соответственно, это будем ждать. И естественно, господа, почему это так важно, это естественно окажет влияние на бюджет Российской Федерации, а значит, соответственно, на стабилизацию по курсу. То есть, соответственно, это может привести к тому, что курс начнет постепенно корректироваться. Мы, в принципе, этого ждем давно, но так как мы исходим из того, что все-таки Центробанк как бы определяет основную повестку, соответственно, мы в любом случае должны следить за его сигналами, потому что, еще раз я напоминаю, что это не акции, хотя курс плавающий и, соответственно, в принципе, работает так же абсолютно, как акции, да, но здесь воздействие самого Центробанка всегда является приоритетным. Поэтому вот эти данные мы получили, мы видели, индекс доллара полетел, облигации я вам еще раз показал, да, что здесь непосредственно доходность просто была сумасшедшая в тех же десятилетках, да, потому что идет распродажа. Более того, смотрите, еще один момент, господа, по поводу юаня офшорного. Помните, я вам говорил, что появляются признаки его торможения. И вот мы видим, что он сегодня уже не так активно растет, что тоже дает определенные сигналы, что, возможно, все-таки приостановится ослабление, соответственно, рубля, да, и вот этот вот сигнал, который мы вначале достигли там в районе там 93.85, а потом откатились, уже намекает на то, что все-таки диапазон от 92.50-91.50 пока устанавливается, но опять же еще
будем за этим наблюдать. Говорить пока об этом рано. Давайте дальше разберем, что же у нас дальше выходило по календарю. Значит, объем экспорта, объем импорта США, я его почему-то не увидел, он вроде как фигурировал, но в календаре его в итоге так я и данные по ним не увидел. Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Вот тут, господа, на самом деле они выросли. Это говорит о том, что, конечно, как бы для ФРС это было хорошо, для экономики не очень хорошо. То есть все-таки как бы замедляется постепенно рынок труда. С одной стороны, хотя, еще раз говорю, изменение числа занятых, они в низкохозяйственном секторе, они просто безумно выросли. Поэтому рынок труда на самом деле очень был устойчивым. Но вот число первичных заявок на получение пособия по безработице, несмотря на это, выросло. И это говорит о том, что, конечно, для Америки это для экономики не очень хорошо, но не критично, да? А вот для ФРС это было хорошо. То есть тогда, соответственно, ставки поднимать как бы, не требуется. Нельзя будет поднимать ставки, как бы, да. Все это, еще раз говорю, на фоне теории. То есть, на самом деле, это не реальность. Это просто вот мир иллюзий, в котором работает рынок, да. То есть, здесь как бы чисто ожидания, предположения, возможно, невозможно. Но рынок на это как бы реагирует и таким макаром им управляют. Поэтому в этой ситуации как бы получается, что предполагается, что вот, собственно говоря, ставки подниматься не будут. На самом деле мы все увидели с вами, что на этих данных все должно было быть наоборот. На этих данных должна быть, собственно говоря, доходность облигаций снизиться. Соответственно, доллар должен был, наоборот, как говорится, дать слабину. А он в этот момент, наоборот, у нас вот он рос, да? Вот. Поэтому все это, конечно, в итоге получается, работает совершенно по-другому. На самом деле, управляться-то они управляются, но с помощью доллара управляется рынок совсем по-другому. И еще раз говорю, задача загнать в госдолг США. Вот смотрите, я вам сейчас его покажу. Я просто не помню, сегодня я его здесь включал, нет. Сейчас я вот здесь его покажу. А, вот он, наверное. Вот он, скорее всего. Нет, это не то. Так, вот, нет, вот здесь. Ну, давайте вот здесь я вам покажу, просто будет проще. Смотрите, просто чтобы вы понимали, что на самом деле происходило. Почему доходность настолько так росла. Вот видите распродажи какие по госдолгу США. Вот это. Притом, обратите внимание, вот он был тогда, вот с этой как раз точки, да, пошел на максимальные значения. Вот здесь был безумный закуп его. И на протяжении всего этого времени он только распродается. И вот эту точку, когда мы пересечем, а мы ее уже практически пересекаем, то, соответственно, падение может продолжиться в том числе еще ниже, вот к этой точке, откуда его изначально покупали. То есть спрос на госдолг минимальный. Более того, и от него фактически избавляются. К этому есть, скорее всего, причина еще к тому, что почему поехала Джанет Йеллен. Она очень хочет поговорить с Китаем, чтобы они этого не делали, а там напряженность с Китаем дикая. Тем более, когда они там начали давить его по поводу экспортных ограничений. И поэтому Китай вполне может отвечать как раз распродаже этих облигаций. И именно поэтому мы видим вот здесь дикий просто рост доходности. Потому что пытаются в него загнать. А раз идет, как говорится, заход в попытке завести, соответственно, в облигации, понятное дело, что рынок американский в этот момент будет испытывать давление. Вот он, собственно говоря, и полетел вниз. Тут такие вот как раз процессы, механизмы, господа, и происходят. Так вот, значит, давайте дальше разбираться. Значит, как я сказал, данные показали по экономике, на самом деле, фактически, что экономика устойчивая и на самом деле никакой рецессии нет. Что, безусловно, естественно, тоже поддерживал цену на нефть. Вот мы видим, цены на нефть никуда не упали, но немножко сдерживаются. Теперь смотрите дальше. Следующее, что у нас было, сальдо торгового баланса в США. Его, кстати, я тоже, по-моему, не увидел, но там, по-моему, он на самом деле не так был критичен. То есть уже было все понятно после того, как, собственно говоря, весь рынок полетел вниз из-за вот этих данных. Ну ладно, не буду я его сейчас искать дополнительно. Значит, то, что там говорила Лаган, не видел. Это как раз... Логан видел, простите, Логан. Логан видел, и она на самом деле сказала следующее. Там просто очень много у нас сегодня было информации. Я вам хотел вначале это показать. Но покажу вам, что сказала Логан. Вот смотрите. Что сказала Логан и почему рынок в том числе на этом, естественно, начал складываться. Я по-прежнему очень беспокоен тем, вернется ли инфляция к целевому уровню.
устойчивым и своевременным образом, сказал Логан в четверг в своем выступлении на ежегодном собрании Исследовательской ассоциации центральных банков в Нью-Йорке. Я думаю, что для достижения цели Федерального комитета по открытым рынкам, по стабильным ценам и максимальной занятости потребуется более ограниченная денежно-кредитная политика. То есть опять к разговору о том, что они, соответственно, начинают опять пугать новыми ставками. А до этого, сейчас она, кстати, дала один очень важный тут момент, я вам сейчас прочитаю его. Вот смотрите, я надеялась, что общий пакет сообщений, подготовленных на июньской встрече, послужит сильным сигналом для финансовых рынков и значительно ужесточит финансовые условия, сказал Логан, впервые выступая публично после встречи. То есть, когда вот тогда были разговоры от Пауэлла и так далее, что ставка будет подниматься еще как минимум 2 раза, а рынок это проигнорировал, да? То есть в этот момент у нас S&P 500 продолжал расти. Вот она сказала, что как бы рынок неправильно их понял, то есть как бы нельзя было расти на самом деле. Мы собираемся ужесточать денежно-кредитную политику, соответственно, давить на цены на нефть и так далее. Поэтому рынок растет неправильно, надо идти в облигации госдолга. Вот что она имела в виду. Но рынок тогда проигнорировал, сейчас эти сигналы были услышаны. Теперь давайте дальше разбирать. Международные резервы Центрального банка Америки, там они, по-моему, не сильно изменились, практически не изменились, насколько я помню. Значит, дальше, к вопросу индекс деловой активности в секторе услуг и индекс менеджеров по снабжению производственной сферы АТСМ. Это были важные параметры, и они показали, что, в принципе, там же тоже довольно неплохая статистика, то есть с точки зрения устойчивости экономики, опять же, все хорошо. И вот дальше, господа, был очень важный тоже параметр, число открытых вакансий на рынке труда. И вот число открытых вакансий на рынке труда, они сократились, что, естественно, было хорошо непосредственно для ФРС. На этом рынок немножко стал корректироваться вверх, там, соответственно, приостановилась немного эта распродажа, но, по сути, как бы уже это особо роли не играло, потому что как бы то, что они сократились, это было, конечно, хорошо. Они даже сократились, получается, больше, чем даже по прогнозам. Но так как уже перед этим вышли занятость в несельскохозяйственном секторе огромная, это уже на этом фоне было достаточно, как говорится, потерялось. Но в целом, опять же, это привело к тому, что вероятность, как говорится, устойчивости экономики, она все сохраняется, несмотря на то, что число открытых вакансий сокращается, соответственно, рынок труда как бы с одной стороны охлаждается, с другой стороны занятость нормальная. Поэтому вот эта вся статистика, она фактически дала понять, что рецессии нету, доллар на этом должен был, скажем так, укрепиться в рамках того, что, как говорится, ожидает повышения ставок. Но в целом, если бы мы жили в нормальной ситуации, конечно, доллар никуда укрепляться не должен был бы. Он, наоборот, должен был чувствовать себя, как говорится, абсолютно в расслабленной форме, потому что экономика, соответственно, растет, все хорошо. И, естественно, при этой ситуации, наоборот, слабый доллар помогает ей расти. А в данный момент, так как они борются с нефтью, им приходится этот доллар укреплять. Но так как мы находимся в состоянии по поводу доллара-рубля не в балансе, да, как я вам уже сказал, что доллар-рубль у нас находится по сравнению, где в данный момент не соответствует тем значениям, где находится сам доллар, то есть индекс доллара у нас вот особо не поменялся, там 103.20, да, 103, 103.50 в моменте, да, то есть по большому счету сильного укрепления по доллару нету. А вот по доллару-рублю у нас, соответственно, все это дело, процесс продолжался. Как мы уже говорили, вопрос девальвации, он как бы никуда не делся. И вот смотрите по юаню тоже. Вначале у нас по юаню в 10 часов, где как раз должны были быть интервенции, как раз мы видим, вначале идет разгон, а потом распродажа. Вот это я вам как бы и говорю о том, что есть вероятность, что все-таки, и вот здесь то же самое, соответственно, доллар-рубль, да. То есть вначале к 10 часам разгон, а потом идет распродажа. И следующие уже откаты, они, естественно, не выше предыдущего хая. Да? То есть здесь тоже как бы момент затухания стал, скажем так, проявляться. А если мы посмотрим по доллару-рублю, у него тут тоже была неоднозначная динамика, но на самом деле он вначале был на максимуме, а мы видели, что там как бы максимум со вчерашнего дня. То есть не сказать, чтобы это какой-то рост был со вчерашнего дня. А мы видели, что доллар-рубль рос при этом. Да? То есть вот он, по доллару-рублю мы видим рост. И по юаню мы видим рост. Несмотря на то, что индекс доллара в этот момент находился на тех же значениях. Потом он начал падать. И мы увидели, что доллар-рубль тоже начал падать.
И юань начал падать, но уже больше, чем по сравнению с тем, что было до этого. Поэтому, скорее всего, какие-то интервенции были. А теперь давайте посмотрим, что же у нас сегодня играло значение. Нет, подождите, еще один момент запыли. Запасы сырой нефти. После того, как, собственно говоря, число открытых вакансий вышло, дальше мы ждали запас сырой нефти. И вот запасы сырой нефти показали... Предыдущие, вот вчерашние, да, они показали минус 4,5 миллиона баррелей, то есть это приличное сокращение. А уже те, которые показали официальные, меньше, всего там на 1,5 миллиона баррелей минус. Но это все-таки минус, и это с каждым неделей, то есть каждая неделя выходит, запасы все время минус. Даже при том, что американцы, как мы знаем, этими запасами прекрасно манипулируют. Но в целом это как бы тоже дало определенные, скажем так, сдерживающие моменты. То, что мы видим, нефть сразу не улетела за 77, за 78 и так далее. Да? Это тоже сыграло свою роль. Ну и мы, естественно, ждали у нас все, что происходило, во-первых, с переговорами саудитов по поводу той же нефти, да, и, соответственно, давайте посмотрим, что у нас сегодня было конкретно от Центробанка Российской Федерации и от всех тех, кто там, собственно говоря, присутствовал сегодня при обсуждениях. Значит, смотрите, во-первых, вице-президент, директор казначейства Сбербанка Алексей Лякин заявил на сессии финансового конгресса, вот там как раз и была Набиуллина тоже, что Банк России может временно повысить ключевую ставку из-за растущих рисков инфляции. Чувствуете, да, куда начинает клонить? Однако в дальнейшем регулятор сможет вернуть ставку к нейтральному уровню. Но это мы дальше не будем читать, там очень как бы много, но это не самое важное. Теперь смотрите дальше. В ходе финансового конгресса Банка России зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что прибыль банков Российской Федерации в текущем году может превысить рекорд. Это тоже нас особо в данный момент не волнует. Вот смотрите, так, Греф что у нас сказал, это, по-моему, тоже не так важно. Да, это не то. Так, вот сейчас я вам покажу, что... Вот смотрите. Зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил журналистам на финансовом конгрессе, что динамика российской экономики соответствует верхней половине апрельского прогноза Центробанка. Ожидается рост на уровне от 0,5 до 2%. Динамика, возможно, не на самом верхнем уровне, но в верхней половине, отметил он. Заботкин напомнил, что среднесрочный макроэкономический прогноз будет уточнен после заседания Совета директоров 21 июля. Также на этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств рост ВВП России может превысить 2%. То есть мы понимаем, да, что проинфляционные риски у нас начинают расти. Мы понимаем прекрасно, что, конечно, слабый, как говорится, рубль, это помогает поддерживать экономику. И мы видим, что как бы по той, скажем, заявлениям и статистике, она начинает восстанавливаться. Но с тем самым начинаются расти риски инфляции. И мы сейчас дальше с этим разберемся. Теперь смотрите дальше. На финансовом конгрессе Банк России в Санкт-Петербург рампред Алексей Заботкин сообщил журналистам о усилении проинфляционных рисков с момента последнего заседания по ставке 9 июня. Он отметил, что текущая ценовая динамика превышает базовую траекторию, которая обсуждалась на июньском заседании, однако это не означает пересмотра прогноза по инфляции на 2023 год, который составляет 4,5-6,5%. Внутри этого диапазона наблюдается более проинфляционная динамика, сообщил представитель регулятора. Среднесрочный макроэкономический прогноз будет уточнен после очередного заседания Совета директоров Банка России. Они все отсылаются на новую фактически ставку, которая будет приниматься 21 июля. Теперь смотрите более, уже, как говорится, ближе к телу. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил журналистам в кулуарах финансового конгресса, что Банк России на ближайшем заседании 21 июля может поднять ставку от 0,5 до 2,5% пункта с целью охлаждения валютного рынка. Он отметил, что повышение ставки поможет умерить активность участников валютного рынка. Это они намекают на то, что все-таки спекулянтов начинают предупреждать о том, что может быть на самом деле достаточно серьезная коррекция. Естественно, пока это все фактически словесная интервенция. Но мы посмотрим дальше. Дальше смотрите. Мы не устанавливаем конкретный курс рубля. Это уже включается Набиуллина. Любой курс является приемлемым для нас и учитывается при принятии решения по денежно-кредитной политике.
Мы готовы вмешиваться на валютном рынке только тогда, когда возникают определенные риски для финансовой стабильности. Иногда нас спрашивают, что означают эти риски. Мы можем вмешаться, да, вот я здесь даже вычеркивал все, когда на рынке недостаточно ликвидности. В настоящее время таких рисков нет, сказала она, выступая на финансовом конгрессе Банка России. Я уже упомянула о текущем счете. Если сравнить данные за январь-май, этот год с январем-маем прошлого года экспорт сократился примерно на 40%, а импорт вырос примерно на 15%. То есть она нам намекает, что торговый баланс все-таки смещается в сторону не импорта, то есть не нужна покупательная способность рубля за границей, да, а наоборот, как раз смещается внутрь страны. И поэтому на 15% по предварительным данным, соответственно, импорт вырос по сравнению с экспортом. Это называется, соответственно, совмещение по поводу торгового баланса, то есть куда сместился торговый баланс. А дальше смотрите, существуют объективные экономические факторы, про то, что я вам каждый раз твержу, да, которые влияют на формирование курса. Почему вот это все сидим, каждый календарь разбираем, все эти события складываем и так далее, пытаемся всю эту мозаику разобрать. Потому что вот как раз эти факторы и влияют на формирование курса, сказала она, отметив, что Центробанк учитывает это при разработке денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить достижение инфляционной цели, господа. Опять появляется вопрос, связанный с инфляцией. Устойчивость рубля в основном определяется его покупательной способностью, которая зависит от уровня инфляции. То есть и инфляция не должна расти, и при этом в то же время покупательная способность рубля, соответственно, обеспечивается согласно, как говорится, потребностям, экспорт-импорт. И вот в этой ситуации получается, что мы опять получаем какие сигналы? Что высокий курс, естественно, разгонит инфляцию. И Центробанку придется включиться для того, чтобы его контролировать и, соответственно, эту инфляцию сокращать. Неважно, понятно, что там доход и бюджет и так далее, мы это все говорили. Но в любом случае Центробанку придется сейчас включаться в ближайшее время. А мы помним, что 17 июля, конкретно по заявлениям Минфина, начинается конкретно валютные интервенции. Поэтому мы посмотрим. Это не факт, что они будут делать. Я вам, естественно, заранее говорил, неоднократно до этого, что ЦБ никогда не будет демонстрировать, где оно вступит в игру. Потому что иначе спекулянты просто будут этим пользоваться. Поэтому сделают это неожиданно для всех. Все, например, будут ждать уход там на 100, а все это, естественно, развернется гораздо раньше. Поэтому надо четко понимать, сигналы мы от этого получили. Но это и не говорит о том, что как бы все, как бы точно разворачиваемся и так далее. Теперь смотрите дальше. Эльвира Набиуллина заявила, что валютные интервенции будут проводиться только в случае возникновения рисков для финансовой стабильности, которых в настоящее время нет. Понятное дело, что это абсолютно размытая формулировка. Это она говорит о том, что мы не скажем, когда будут валютные интервенции. Вот когда мы увидим эти риски, а мы же, когда, как говорится, обыватель смотрит, он думает, ни хрена себе курс куда улетел, все, уже риски есть. А ЦБ считает, нет, рисков нет. Поэтому вы, естественно, не узнаете, когда это будут риски. А вот рост инфляции, например, это уже те самые риски, о которых мы и говорим. Поэтому, соответственно, мы, вот я прям даже написал, посмотрим, как это будет завтра. То есть мы знаем, что Минфин заявил уже об интервенциях, а, соответственно, Набиуллина говорит, что пока нет таких, как говорится, причин для этих интервенций. Поэтому будем наблюдать. Теперь смотрите дальше. Для структурной трансформации экономики, это все говорит Набиуллина, требуются ресурсы. Стабильность и трансформация экономики не исключают друг друга. Это к вопросу о том, как у нас экономика, трансформация экономика, какой имеется в виду, на не импортоориентированную, а на внутреннюю, экспортоориентированную. И для этого они что, собственно говоря, хотят? Для того, чтобы, соответственно, она менялась, мы понимаем, это должна быть слабая ставка, потому что кредиты должны быть дешевые. Это так называемая та самая экономика предложения, о которой мы с вами говорили, которую мы услышали по поводу тогда экономического форума. Да? И вот это как раз трансформация экономики не исключает, как она написала, стабильность и трансформация экономики не исключают друг друга. Нам необходимый рост и низкая инфляция. Видите? Вот основные столпы, на чем будет стоять, соответственно, курс. Необходим рост, то есть это получается, мы получаем сигнал, что скорее всего ставкой не будут сильно поднимать, могут, например, поднять и тут же, соответственно, опустить. То есть это такая будет мера, которая будет использоваться в крайнем случае. Почему? Потому что она замедляет экономику. Поэтому, естественно, рост ставки не нужен, нужно наоборот ее снижение. И в то же время нужна низкая инфляция.
А низкая инфляция будет зависеть от того, насколько будет разгоняться в том числе курс. Если курс будет очень высоко подниматься, значит, естественно, инфляция будет разгоняться. Вот мы и приходим как раз вот к этому балансу между инфляцией и между ростом экономики. Если не будет умеренных долгосрочных ставок, связанных с инвестированием, то роста не произойдет. И вот что она дальше говорит. Умеренные долгосрочные ставки возможно только при низкой и предсказуемой инфляции, подчеркнула Набиуллина. О чем это, естественно, нам, как вы понимаете, говорит? О том, что, естественно, инфляция становится все равно ключевой. Даже там в экономике предложения, даже в ситуации, когда надо там ставки опускать и так далее, это все не должно никаким образом влиять на разгон инфляции. Поэтому, еще раз говорю, сильно ослабленный рубль, это тоже абсолютно не тот вариант, который нужен тому же Центробанку. Поэтому, естественно, должен быть баланс. Я вам про это постоянно и говорю. Дальше смотрите. В связи с этим плавающий курс рубля под влиянием внешних факторов меняется. Помните, я вам все время говорил, когда там многие еще до этого, там много у нас было до этого в канале разных граждан, да, которые рисовали там такую чушь и бред. И они все время там и курс 200 рисовали, или курс 30 рисовали. И также некоторые задавали, что мы смотрим его каждый день. Потому что, еще раз говорю, в связи с плавающим курсом рубля под влиянием внешних факторов меняется. Вот эти все внешние факторы мы с вами каждый день разбираем. Поверьте мне, мало кто это делает. Обычно там нарисуют график, скажут там диапазон 5 рублей или там 10 рублей. И, собственно говоря, весь прогноз на этом, что называется, заканчивается. Еще раз говорю, под влиянием внешних факторов, их мы постоянно с вами разбираем. Почему каждый раз смотрим и на нефть, постоянно иной раз начинаем включать новые какие-то факторы, за которыми следим. Там, например, офшорный юань, цены, соответственно, Юрлс на споте там, и так далее. То есть мы понимаем, что эта картина настолько многофакторная. Поэтому многие, когда там говорят предсказать, угадать, сбылось, не сбылось. Ну просто, ребята, смотришь на это, господа, и просто становится смешно, реально. Но некоторые такие, как говорится, граждане у нас пишут иной раз. Сейчас у нас, конечно, уже костяк совершенно другой канала, и это очень радует. Значит, смотрите. Набиуллина подчеркнул, ну, по поводу факторов меняется, однако он является благом, позволяющим экономике легче поглощать внешние шоки. Набиуллина подчеркнула, что попытки влиять на плавающий курс, то есть вот как раз вот этими интервенциями и прочее, обычно приводят к периодам глубокой девальвации. Она также отметила, что текущая динамика курса рубля несет риски для инфляции. Вот, господа, главный сигнал мы ловим. Текущая динамика курса рубля несет риски для инфляции. И Центробанк будет учитывать эти факторы при принятии решения о ключевой ставке. Но до ключевой ставки-то еще долго, мы это понимаем. А вот курс, который так долго будет оставаться, соответственно, высоким, явно приводит к рискам инфляции. Поэтому опять это все толкает нас к тому, что с большой вероятностью Центробанк начнет корректировать валюту. И я больше чем уверен в этом. Более того, смотрите, еще одно было событие. Я вас предупреждал, что обязательно саудиты будут отвечать по поводу нефти, да. И смотрите, один из вариантов как раз был, который мы ожидали. Государственная компания Saudi Aramco повысила цены на все сорта нефти для США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья на следующий месяц по сравнению с июлем, согласно прайс-листу, с которым ознакомился Bloomberg. Помните про Bloomberg, который я вам говорил, что он всегда абсолютно гонит фуфло, всегда старается там информацию как по-любому исказить, всегда старается и манипулировать. И вот смотрите, даже сам Bloomberg это подтверждает. Он также повысил свою флагманскую цену на арабский свет, это арабская лайт, так называемая это нефть, это просто перевод такой, в ключевом регионе спроса Азии. И смотрите, сам Bloomberg пишет. Вопреки ожиданиям в обзоре Bloomberg. То есть они вначале всем гнали, что этого не будет, что все это не произойдет. И вот теперь полностью признают, что ни хрена они не знают на самом деле, что они всеми этими данными манипулируют постоянно. И по факту вот мы видим результат, что на самом деле даже им приходится признать, что их прогнозы не сбываются. Повысила цены для США
и Северно-Западной Европы, Средиземноморья. О чем я и говорил, что непосредственно саудиты нанесут ответный удар однозначно. И тем самым, соответственно, притом, обратите внимание, именно на американском рынке они повышают цены. Потому что именно американцы занимаются тем, что не дают выйти в рыночную стоимость нефти, мухлюют с запасами и прочее, прочее, прочее. Вот такая, господа, у нас в итоге получается картина. То есть, теперь мы с вами понимаем, что от Центробанка мы получили кучу сигналов, связанные прежде всего с риском инфляции, про что я вам говорил постоянно. Что понятно, наполнение бюджета и так далее, это все нужно. Понятно, что там цены на Юрлс, они пока достаточно низкие, да. Но в любом случае, вот сейчас мы, кстати, не знаю, тут он показывает сейчас 78, мы до этого видели, там было 55. Не знаю, насколько сейчас реальные эти цены. Он пока что-то грузит тут. Ну, в общем, данные по Юрлс пока непонятно вообще на самом деле. Какие, я еще потом их буду проверять, потому что последний вот момент он что-то их не выдает. Поэтому на самом деле, естественно, если цены на нефть Brent будут расти, то и на Юрлс тоже будут расти. Это мы тоже понимаем. А в связи с этим, соответственно, уже доходность бюджета будет тоже расти. А самое главное, еще раз говорю, инфляция. Инфляция. Мы со всех сторон только что получили с вами сигналы, что инфляция в любом раскладе является самой страшной проблемой, которую, естественно, Центробанк будет учитывать в любом случае. Даже недобор бюджета, даже желание поддержать экономику, это ничего не произойдет, если будет инфляция. А инфляция это прежде всего как раз сейчас в данный момент будет связана с очень большой, если слабость будет рубля. Поэтому Центробанк все дает сигналы, что ему нужно будет предпринять действия. Но он не говорит когда и как. Он говорит, что посмотрим к следующему заседанию, и все будут думать, что до 21 июля курс будет лететь, вплоть там до 100, а потом все зафиксируются, такие довольные пойдут домой. А на самом деле Центробанк сделает совсем по-другому. И мы посмотрим. Вот посмотрим, прежде всего начнем смотреть завтрашний день. Потому что на самом деле Центробанк прекрасно понимает и как работают спекулянты. И как я уже сказал, он прекрасно понимает, что нельзя демонстрировать, где он реально начнет сдерживать курс. Потому что, естественно, все этим будут пользоваться. И значит, с большой вероятностью, соответственно, будет сюрприз. Но мы сигналы получили. Теперь давайте посмотрим, что же у нас будет на следующий день, в пятницу. И тут, господа, у нас тоже довольно серьезный календарь на самом деле. Средняя почасовая заработная плата в США. И это важный параметр, потому что чем выше, соответственно, зарплата, тем выше возможность разгона инфляции. То есть покупательная способность населения выше, а значит, соответственно, разгон инфляции может быть гораздо быстрее. А мы уже понимаем, что разгон инфляции в любом случае. Цены на нефть растут, и, соответственно, инфляция однозначно будет расти. Более того, господа, зерновая сделка заканчивается, Россия ее продлевать уже не будет, ждут уже вывода кораблей, а это еще и продовольственная инфляция, потому что до этого они пользовались дешевым зерном, которое вывозили, сами знаете, с какой территории, и, соответственно, тем самым тоже сбивали цены. А, между прочим, тот параметр, за которым Америка следит, когда они смотрят за инфляцией, они всегда смотрят за параметром по инфляции, не включая энергоносители и цены на продукты питания. Поэтому на самом деле инфляция-то там у них и так растет. Потому что ту, на которую они смотрят, она не включает эти параметры. Поэтому выглядит она совсем по-другому. А как только сейчас пойдут цены на нефть вверх, раз, продукты питания два, ну вот, собственно говоря, инфляция, соответственно, резко вырастет. Значит, средняя почасовая заработная плата, за ней смотрим. Ну и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь. Мы сегодня их получили за июнь, да? И это было от IDP. А сегодня, вернее, в пятницу будем получать еще одни эти данные. И они будут иметь огромное значение. Потому что я уже сказал вам, что сегодня, например, да, непосредственно по американскому рынку, вот они к чему привели.
S&P резко упал, вот пока мы удержим 4400, это есть еще шанс вернуться на 4300, 4400 и, возможно, в перспективе 4450. Но больше пока вероятность 4430. Если 4400 не удержим, уйдем на 4380, и там вообще риск появится на 4330. Поэтому это надо момент учитывать. И вот эти данные будут, безусловно, играть значение. А также, вы также должны понимать, что это, безусловно, отразится на доходность облигаций и, соответственно, на рост доллара. Он тогда может уйти за 103.50. Это тоже надо момент учитывать. Потому что если рынок труда будет очень сильный, то, соответственно, вероятность повышения ставок резко вырастет, и тогда еще больше уронят и рынки, и, соответственно, как вы понимаете, поднимется доллар. Ну и дальше, соответственно, уровень безработицы в США. Тоже важный параметр и тоже, естественно, может повлиять на курс доллара-рубля и вообще на все, как говорится, любые сравнения с долларом, то есть там и к евро и так далее. Поэтому это надо момент учитывать. Вот эта вся завтрашняя статистика, безусловно, может привести к довольно сильным колебаниям, имейте в виду. Но так как, еще раз говорю, в данный момент у нас прежде всего идет работа, связанная с Центробанком, то, естественно, основной тон будет задавать он. Но давайте теперь посмотрим, что у нас было на Форексе. Значит, по доллару-рублю, смотрите, уже продемонстрировали достаточно серьезную коррекцию. Здесь тоже уже в районе, вот видите, уходили на Форексе аж на 94,5. А откат уже в район 90-50. Я говорю, это уже начинают понимать и ловят сигналы. Ну и понятно, что к евро еще и доллар рос. Надо это тоже, соответственно, момент учитывать, да. Значит, здесь у нас, соответственно, так, секунду, это у нас доллар-рубль. Это доллар-рубль, простите, был. Это доллар-рубль. Это доллар-рубль, то есть по Форексу он непосредственно тоже был в районе в начале 94. И вот сейчас идет момент закрепления 90-50-91-50. То есть, скорее всего, вот этот диапазон вполне может в итоге осуществиться. Мы вот видим, что вчера было в начале, собственно говоря, коррекция вплоть до практически 88-50, да, и тут же мы сегодня улетели резко вверх. Ну и тут же нас остановили, и вот он, диапазон начинает формироваться. По евро, как я сказал только что тут еще давление доллара возникало. А по евро тут тоже, соответственно, вначале мы уходили аж за 102, а потом, соответственно, тоже уже, скажем так, имеем попытки стабилизации в районе не выше 99.50, не ниже 98.50. Это тоже сейчас такой диапазон устанавливается. И, соответственно, по юаню. Здесь то же самое. Смотрите, в итоге по юаню вы достигли аж 13. 13, но также я вам сказал, что тот же офшорный юань, да, он уже демонстрирует определенные, смотрите, моменты замедления, да. Вот здесь в данный момент мы видим уже, что он все-таки опять подрос, но уже не достигает вот этих значений, да. То есть он повыше, чем то, что было с утра, поднялся немного, но все равно пока не достигает вот этих значений. Поэтому вполне вероятно, что сам юань тоже может начать постепенно корректироваться. Мы это уже разбирали с вами в предыдущих роликах. Два предыдущих ролика советую посмотреть, кто канал смотрит впервые, потому что там мы подробно разобрали все два механизма, которые сейчас прежде всего воздействуют на ситуацию с курсом доллара-рубля. Это, естественно, цены на споте Уралс и ситуация в том числе с офшорным юанем. Поэтому, если вам интересно разобраться, посмотрите два предыдущих видео. Там они непосредственно прям два четко были полностью эту ситуацию разбирали. Так, дальше смотрите. Значит, по ситуации тогда с, как говорится, с прогнозом, да. Значит, смотрите, в данный момент, как я уже сказал, если интервенции продолжатся, мы уже видели, куда там, так сказать, не интервенция, простите, а девальвация, да, но мы понимаем, что 7 число, там с большой вероятностью начинается, как говорится, уже интервенция, да, и поэтому мы все-таки ждем, что будет какая-то коррекция. А если все-таки не будет, то, скорее всего, тогда диапазон вернется опять 93.50, 92.50. Вот тот, который мы сегодня пока не удержали, но мы туда вернуться можем. Это по доллару. Если все-таки начнется коррекция, то первые, как говорится, варианты, куда мы можем прийти, это с большой вероятностью вот 90.50 и тогда 88.50. Вот в эту зону. Вот в этот диапазон. Если посмотрим конкретно по евро-рублю, та же картина, то есть если все-таки, кстати, видите, по Форексу мы уходили на 101, 102, а вот здесь по официальному курсу
такого не проходило. И смотрите, здесь тоже, соответственно, то есть 99, 50, 98, 50, если все-таки, условно говоря, продолжается девальвация, если все-таки начинается коррекция, то как минимум это 96-50, 97-50. Вот в этом диапазоне мы можем оказаться, да. И по юаню здесь, соответственно, тоже, да, то есть официальный курс, смотрите, тоже до 13 там никуда не улетал. Здесь все-таки буквально там 12.70 мы видим. Соответственно, если будет продолжаться, как говорится, девальвация и, соответственно, закуп юаня, мы же говорили с вами, что еще закуп юаня идет 12.80-12.70 вот в этом диапазоне. А если начнется коррекция, то это 12.40, 12.20 вот в этом диапазоне будет. Вот цели все на самом деле здесь и указывают. Вот по юаню, да, по евро, вот они тоже, вот именно здесь они находятся, даже не здесь, а вот здесь. А по доллару то же самое. То есть на самом деле вот это разрыв между целями по технике. Все цели на самом деле сконцентрированы ниже. Вот по доллару там в районе 87-86. В общем, пока, естественно, господа, делать выводы рано. Как вы знаете, мы не гадаем на кофейной гуще. Мы не занимаемся предсказаниями. Поэтому мы складываем только всю мозаику по кусочкам и пытаемся, исходя из этого, сделать прогноз. Поэтому не угадываем, не предсказываем. И сбылось, не сбылось, нам писать в этом вопросе в комментариях не надо. На этом, господа, напоминаю вам, что, собственно говоря, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Как видите, все всегда там есть. Все именно то, что нужно и то, что действительно заслуживает внимания. Никакой просто информации, лишь бы, как говорится, как новостной агрегатор. Поэтому очень полезный канал, подписывайтесь. Также напоминаю, что как говорится, каждый день мы, естественно, будем продолжать снимать ролики. Мы только что вам показали, как вот, собственно говоря, Набиуллина четко рассказала, что такое плавающий курс и почему все вот эти факторы, которые мы каждый раз разбираем, имеют такое огромное значение. Поэтому, естественно, каждый день мы их будем проверять, смотреть, составлять в цепочке, разбирать и так далее. Также в пятницу по стандарту мы, естественно, будем подводить итоги недели, а непосредственно в воскресенье будем делать обзор следующей недели. Будет очень тоже много событий. Постепенно мы двигаемся, естественно, к новой ставке ФРС. Вот. И поэтому, естественно, здесь появится новый календарь с новыми событиями, которые будем также подробно разбирать. Каждый раз смотреть, что нас будет ждать на следующий день. Ну и, собственно говоря, на этом пытаться выйти на тот прогноз, который наиболее вероятно все-таки сбудется. Не сбудется, а осуществится. На этом, господа, я заканчиваю. Если хотите быть в курсе, подписывайтесь на нас.